Друзья, всем привет! Я, если честно, немного в шоке. Не знаю, достоин я этого или нет, но нас на канале уже 3000, и моей радости, честно говоря, нет предела. Спасибо всем, кто подписан на меня, спасибо тем, кто оставляет положительные комментарии, ставит лайки, подписывается. Это все мотивирует меня делать больше видео для вас. Ну и в честь этого праздника, моего собственного, а также в честь того, что шортная обложка собирает достаточно много просмотров, она на втором месте по просмотрам, я решил создать полноценное видео о том, как более такой широкий способ делать обложки для альбома, для музыки, вообще для чего угодно. Вот, кстати, варианты моих собственных обложек. Вот эти вот проекты я уже выпустил, а вот примеры обложек, которые я планирую использовать в дальнейшем. Как вам? По-моему, выглядит прикольно и достаточно достойно для того, чтобы весь мир увидел их. Вы на канале Музыкальный помощник, и я начинаю. Итак, что нам понадобится? Во-первых, это нейросеть с языковой моделью, например, ChatGPT, Grok, DeepSeek и в этом роде. Я буду использовать ChatGPT. Во-вторых, нам нужно где-то брать референсные изображения. Это не обязательно, можно и из головы в принципе, но я буду использовать какой-то референс. И для этого буду использовать сайт Pinterest. В-третьих, нужен генератор изображений. Я буду использовать свой на компьютере, запущенную нейросеть на видеокарте. Stable Diffusion называется. И Web Interface Automatic 4 единицы. Но если у тебя нету компьютера, который потянет нейросетку, то можно использовать и даже ChatGPT, попробовать из него достать результат. Ну или любые другие нейросети, даже если за них придется заплатить, там $1 или 2, я думаю, что оно того стоит. В-четвертых, нейросеть для апскейла, например, Topaz Photo AI. Она нам нужна для того, чтобы увеличить наше изображение до стандартов лейбла. Лейбл обычно просит 3000 на 3000 пикселей, вот, а из нейросети у нас выходит, ну, не знаю, 1000 на 1000 и 512 на 512, в общем, надо расширять, вот, а для этого эта нейросетка нужна, точнее, нейрософт. Ну и, конечно же, Photoshop. Разве это возможно без фотошопа? Чтобы добавить текст, чтобы добавить какие-то эффекты, да, яркость чуть поднять, контраста добавить, потому что обычно эти параметры как-то занижены слишком сильно на выходе нейросетки. Кстати, текст не обязательно добавлять, я в последнее время замечаю, что обложки без текста, ну, как бы тоже нормально смотрятся, на ваше усмотрение. Вот, я также добавляю шума там по гауссу, чтобы такой ламповый вид был. Ну, а идеи для наших дизайнов будем брать из Canva. Ну все, что нужно, я рассказал, и мы начинаем делать обложку. Кстати, канал я не забрасывал, он живой, просто у меня не так много времени на то, чтобы это все записывать, монтировать. Основная работа забирает очень много времени. Надеюсь, когда-нибудь основной работой будет музыка и звукорежиссура. Итак, давайте представим, что мы хотим видеть. Я, например, хочу сгенерировать рыцаря на коне, поэтому пишу основные ключевые слова. Knight и horse. И вот у меня выходит то, что мне нужно. Я открываю любое изображение, делаю скриншот. Этого достаточно, потому что я не зарегистрирован, он не даст мне нормально скачать. Загружаю это изображение в чат GPT и пишу ему. Давайте новый чат открою лучше. Пишу ему. Приветствовать не обязательно. Я использую Stable Diffusion для генерации изображений. На основе этого фото сгенерирую мне Positive и Negative промпты, чтобы я смог использовать их в SD Web UI, то есть Stable Diffusion Web UI. А пока ждем наш промпт, подпишись на канал, поставь лайк этому видео для плюсиков в карму. Итак, наш промпт готов, я его копирую и открываю нейросеть и ставлю вот то, что он написал, вот сюда в Positive Prompts. Вот так, кстати, выглядит Web UI этого Automatic 4 единицы. Negative Prompt тоже копирую сюда. Так, вот настройки вот такие пусть будут у нас. Запоминайте, ставьте их. Единственное, можно вот, наверное, поправить вот здесь вот CFG Scale, то есть наше подмешивание нашего промпта к тому, что знает сама нейросеть, сам чекпоинт. Вот мои чекпоинты, Analog Madness. Можно увидеть один из вариантов того, что он генерирует. Вот так выглядит его генерация. Вот. Далее я нажимаю Generate. Сейчас он немного подгрузит эти лоры. Лора — это, кстати, дополнительная инструкция к чекпоинту. Что-то такое у него получилось, но, если честно, мне не особо нравится этот результат, он слишком реалистичен. Я переключил на другой чекпоинт для получения другого результата. Добавил немножко другую лору для мягкости. Вот, теперь нажимаем Generate, ждем. О, вот это мне уже нравится. Не обращайте внимания на то, что у нее может быть какие-то непонятные глаза. У лошади может глаза какие-то нереалистичные, ничего страшного. Для того, чтобы это исправить, используем Hi-Res Fix. Он, получается, генерирует в более хорошем качестве, больше шагов у него.
и как итог на выходе получится более качественное изображение. Для того, чтобы использовать, вот мне, например, понравилась вот эта фотка, я беру и сид использую тот же самый. Сюда нажимаю, и вот сид вставился, сид вот этой именно вот этого изображения, чтобы у нас оно не поменялось. Я снова нажимаю Generate, можно нажать на Ctrl-Enter и ждем, пока он сгенерирует изображение в повышенном качестве. Так, он закончил генерацию, но глаза все равно какие-то странные, поэтому я снова ставлю Random Seed, выключаю High Res Fix и генерирую до тех пор, пока мне не понравится результат. Если результат повторяется, ну, если плохой результат повторяется, то CFG Scale можно, в принципе, до единицы спустить. Посмотрим, как будет. Я тут, кстати, одну странную вещь заметил. Вот это надо убрать, потому что у нас модель именно такая картун, такая аниме немножко. Я немного поправил промпт, потому что лица он, если честно, рисует не очень хорошо. И вот что у меня получилось вместе с High Res Fix, CFG Scale 1, Seed вот такой вот. Вот он маску нарисовал вместо лица, и меня это вполне устраивает. Теперь я сохраню это изображение вот сюда. Вот я скопировал этот файл на удаленку, потому что у меня там и видеокарта помощнее, и программа вот эта есть. Вот эта программка Topaz Photo AI. Я уже загрузил сюда наше изображение, выбираю фильтр. Здесь у меня пресет есть специально, вот я его загружаю. И обратите внимание, как изменилось качество. Вот если увеличу, например, вот здесь вот совсем пиксели, а здесь уже получше. Именно с вот моим пресетом. Вот посмотрим вот на вот эти вот моменты, да. Вот эти моменты здесь более как-то качественно уже выглядит. Модель стоит High Fidelity. Здесь надо написать 3000 на 3000. Он красно предупреждает, что множитель он не ровный, но ничего страшного, результат все равно получится хороший. Жмем Export Image. И здесь, наверное, Original Folder. Пусть будет Save. Все. Готово, можно закрыть. Вот наше заапскейленное изображение, я его скопирую обратно к себе на комп. Отлично, теперь его можно будет открыть в фотошопе. Все в фотошопе открыл, убираю блок на слое, иду сразу на canva.com, здесь пишу Music Album Cover, ставлю фильтр, обложку альбома, искусство, что подходит мне в принципе. И еще что-нибудь подходящее. Не знаю, может быть вот это попробовать. Такой вот жирный текст в этой части. И внизу маленькими буквами написано, видимо, имя артиста. Просто для примера добавлю текст сюда. Нажимаю на инструмент текст. Ставлю вот так. Шрифт, наверное, побольше все-таки. Какой там жирный шрифт был. Например, не знаю, ну, допустим, вот такое название пусть будет. В центр поставлю направляющие такие, чтобы текст выравнивать можно было. Также маленькими буквами добавлю мой никнейм, например, вот так вот. Можно даже вот так сделать, чтобы по центру, чтобы не париться. И добавляю его сюда. В целом, ну, можно сказать, что плюс-минус нормально. Если вы заметили, то изображение после нейросети немножко такое темноватое, с низким контрастом, поэтому я просто жму вот сюда, яркость, контрастность, повыше яркость. Это сейчас просто чисто на глаз. 45, 40, 45, 45. Потом насыщенности можно чуть-чуть побольше сделать, чтобы приятно было. Можно также это все объединить. Потом я люблю еще вот так делать. Размытие по гауссу. Примерно вот 18-19. Вот. И потом смешивание ставить. Осветление основы, непрозрачность от 25, такой мягкий свет получается, soft focus, да. Я не говорю, что вот это вот претендует на название самой лучшей обложки в мире, но принцип, я думаю, я смог объяснить. И в конечном итоге вот то, что на выходе у нас из фотошопа получается, после того, как мы взяли дизайн из Canva, скопировали его к себе, все, наша обложка готова. Я опять же покажу сейчас то, что у меня. Вот, кстати, как выглядел дизайн до обработки фотошопа моего последнего проекта, точнее обложки для последнего проекта, и вот как выглядит сейчас обложка для этого проекта. Мне кажется, именно такой результат достаточно для того, чтобы выпускать треки, и ну классно, что мы можем не тратить так много времени в поисках какого-то определенного дизайна, ну, не обязательно учиться и быть профессионалом фотошопа и уметь рисовать, чтобы делать вот такие обложки. Важно просто понимать, как правильно построить промпт. И то есть ChatGPT для этого
В целом, вот и все. Я показал быстрый, простой способ, как делать обложки. Кстати, специально для вас подготовил небольшую схемку всего, что мы сегодня делали. А найти ее вы можете в телеграм-канале, ссылка сейчас появится на экране. Не всегда, правда, получается то, что хочется, но главное уметь найти компромисс какой-то между тем, что нам нужно, и тем, что может позволить сделать наша нейросеть. Тем более, если это бесплатно. Пользуйтесь, надеюсь, это было полезно.